Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 7 апреля. Поехали! Землетрясение с магнитудой 5,2 произошло в городе Ибин, провинция Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По сообщению местных СМИ, основной толчок произошел в 7 часов 50 минут утра по местному времени. Буквально позже, через 2 минуты, произошел афтершок с магнитудой 3,5. На данный момент уже известно, что в результате этого землетрясения пострадали 15 человек, 5 из которых получили серьезные травмы. Землетрясение длилось всего несколько секунд, оно было очень интенсивным. Уже поступали сообщения о разрушениях в домах, трещинах и обвалах на многих дорогах. Камнепадами были повреждены как автомобили, так и дома. Сложилась жуткая картина. До сих пор объявлен желтый уровень опасности. Синоптики не исключают повторных толчков на ближайшие сутки. Местные власти уже приступили к восстановлению инфраструктуры. Было эвакуировано в общей сложности более 2000 жителей. Некоторые районы остаются без света. Интенсивные дожди, которые прошли в ночь на 7 апреля, привели к наводнениям в Австралии. Как отметили местные власти, на восток Австралии обрушилось уникальное погодное явление – дождевая бомба. Наиболее пострадал Новый Южный Уэльс и Квинсленд. По данным сегодняшнего дня стало известно, что за прошедшие дни в регионе выпало 450 мм осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся еще как минимум сутки. Из-за разлива реки Брисбен десятки тысяч жителей остались без электроэнергии, а более 140 жилых домов и производственных объектов были затоплены. Почва настолько тут пропитана дождями, которые идут не переставая практически второй месяц, что практически любой сильный дождь уже становится проблемой для Австралии. Местные власти отметили, что возможны сильные грозы и ливни до пятницы. По информации СМИ ожидается выпадение более 200 мм дождя за 6 часов. На американский штат Джорджия продолжают обрушиваться торнадо. За последние сутки были отмечены еще 10 смерчей. Каждый из них оставил свой след на инфраструктуре штата. Национальная метеослужба заранее предупреждала, стихия нанесет новый удар. В ночь на 7 апреля поступили сообщения о 38 случаях суровых погодных условиях. Пока СМИ не предоставили информацию, есть ли погибшие или пострадавшие после буйства природы. Чтобы сделать полную оценку повреждений от торнадо, власти используют беспилотники и дроны. Вы только посмотрите на эти кадры, что успели натворить торнадо в округе Брайан. Десятки домов разрушены, некоторые просто стерты с лица земли. Разрушено практически все, повалены деревья, столбы линий электропередачи. Местные власти еще проводят оценку повреждений, но уже понятно, что ущерб, нанесенный стихией, будет огромен. Синоптики прогнозируют, что расслабляться пока еще рано. На ближайшие дни возможно формирование новых торнадо. Штат Флорида опять оказался в центре внимания. По нему пронеслась серия штормов и был отмечен торнадо. Как отмечают местные СМИ, в некоторых районах были отмечены порывы ветра, достигающие 22 метра в секунду. Во второй половине дня на север округа Палм-Бич обрушился сильный шторм, который вызвал обильные дожди и многочисленные удары молний. Также власти подтвердили прохождение торнадо категории EF0. Во время шторма возникло 4 лесных пожара, которые успешно потушили в течение 2 часов. Сильным ветром были частично разрушены более 10 домов. По округу были повалены деревья, некоторые были вырваны с корнем. Отмечены различные повреждения инфраструктуры. Непогода наблюдалась в течение 5 часов. Власти уже приступили к восстановлению инфраструктуры, а также они выпустили предупреждение о формировании торнадо и сильном ветре до 8 апреля. От сильных паводков страдают сразу несколько российских регионах. В реках Челябинской области значительно повысился уровень воды. Талые воды подтопили и улицы Сургута, а один из поселков Саратовской области оказался под водой. Жители передвигаются на лодках спасателей. В Амурской области дренажная система не справляется с объемами воды. По состоянию на сегодняшний день ситуация в Саратовской области остается довольно сложной. В результате паводка зафиксированы подтопления 17 мостов, 2 плотины и 2 участка дорог в 9 районах. Организованы 6 лодочных переправ в Аткарском, Лысогорском и Самойловских районах.
Подъем уровня воды зафиксирован в 23 районах. В связи с весенним половодьем режим повышенной готовности действует на территории 7 районов. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства, по-прежнему ограничено движение транспорта в 5 районах на 6 участках дорог регионального значения. Сильнейший снегопад завалил боливийские дороги. Десятки автомобилей оказались в сложном положении. Снежные осадки наблюдались в провинции Ла-Пас. Снег начал идти еще поздно вечером, и уже к утру в некоторых районах скопилось до 10 сантиметров снега. Это сильно усложнило передвижение транспорта, так как в основном дороги находятся в гористой местности. Сегодня к вечеру снег должен весь растаять, температура уже поднялась до отметки в плюс 6 градусов по Цельсию. Местные власти особо и помочь не смогли в данном случае, так как нет техники, предусмотренной при таких погодных условиях для расчистки снега. Жертв и пострадавших не отмечено. Больше всех пострадали жители горных районов страны. Снежная буря нанесла существенный урон местным фермерам. Кроме того, около 50 тысяч лам лишились корма, поскольку их пастбища покрыты слоем снега. Аргентинская провинция Формоса пострадала сегодня от ливневых осадков. За 6 часов выпало 140 мм дождя. Это довольно много, если учесть, что за месяц апрель в среднем выпадает 200 мм осадков. В результате такого количества дождя многие улицы были затоплены. Высота паводка колеблется от 40 см до 1 метра. Как сообщают местные СМИ, эвакуация населения не потребовалась. Как всегда, не обошлось без смельчаков, желающих преодолеть водные преграды на своих автомобилях. Им потребовалась помощь спасателей. Наиболее пострадавшим муниципалитетом в провинции стал Колорадо. Движение транспорта на многих дорогах было заблокировано, образовались пробки. Синоптики предупреждают, что до пятницы возможны осадки с возможностью выпадения до 100 мм дождя, а это может усугубить сложившуюся ситуацию. В американском штате Теннесси не могут потушить лесные пожары. Работу спасателей затрудняет сильный ветер. По последним данным, самый крупный пожар в Хэтчер-Маунтин локализован на 95%. Там сгорело более 1000 гектаров леса и пострадало более 300 строений. Этими ужасными кадрами лесных пожаров поделились очевидцы события. Официальные лица в американском штате Теннесси заявили, что лесной пожар, который разбушевался в городке Севьер, стал причиной гибели по меньшей мере 3 человек, и более 10 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. 10 тысяч человек были эвакуированы, более 100 домов оказались повреждены. В настоящее время лесные пожары продолжаются, сотни пожарных задействованы в тушении огня, а также более 10 единиц воздушной техники. Теннесси расположен на юго-востоке США. В этом году там наблюдается серьезная засуха, что, как считают эксперты, послужило основным толчком к распространению таких пожаров. Посмотрите на эти удивительные кадры, как бьет молния практически в одно и то же место несколько раз подряд. Это событие было отмечено в городе Кочи в индийском штате Керала. Одному из местных жителей удалось его запечатлеть и поделиться в сети интернет. Вообще в Индии за последние 2 дня ударами молнии убило по меньшей мере 93 человека, и еще более 20 получили ранения, сообщают власти страны. К сожалению, многие погибают из-за своей любопытности. В индийском городе Джайпур от удара молнии погибло не менее 11 человек, а также многие получили травмы. По статистике, за последние 40 лет в стране практически втрое больше стали наблюдать удары молний. За последние сутки на Земле произошло 93 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 5,7. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 9 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Гейзерфлай, Невада, США. Гейзерфлай означает парящий гейзер, удивительный геотермальный гейзер, который находится приблизительно в 30 километрах от города Герлач, штата Невада, США. Этот гейзер расположен на высоте 1230 метров над уровнем моря. Количество осадков в регионе составляет всего 300 мм в год. Высота гейзера составляет 1,5 метра. Фактически это не гейзер, а постоянно действующий термальный источник, который появился на территории ранчо Флай.
В 1916 году здесь пробурили скважину для колодца, при этом случайно пробили геотермальный карман. За 50 лет вокруг этого гейзера образовалось 40 бассейнов на территории в 30 гектар. Окраску гейзеру придает сернистый газ и другие минералы, растворенные в воде. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.